Всех приветствую. Сегодня на мой рабочий стол попал вот такой DC-преобразователь. Полноценный DC-преобразователь. Почему я имею в виду полноценный? Потому что он имеет дисплей, имеет кнопки управления, имеет регулировку. Ну, в общем-то, об этом мы всем разберемся немножко позже. Я сразу кратко расскажу, что я буду испытывать на этом блоке питания. Я сначала расскажу о его полном функционале и параметрах. Потом мы сделаем реальные испытания. Я для этого поставил вот этот вот блок питания, который я подключу на вход этого DC-преобразователя. Не обращайте внимания на этот диод, он просто подключен, чтобы было удобнее повесить крокодилы. И подключу вот такую вот нагрузку. Электронной у меня нету, поэтому есть регулируемая. Ну, как бы будем использовать ее. Посмотрим, как он работает под нагрузкой и что он может. Ну, а теперь давай приступим. И начнем сначала с параметров. Да, приходит он вот так. Как раз я сегодня получил очередную посылку. Там много различных компонентов, но этот раз я выписывал больше всякие разъемчики. Вот для блоков питания выписал такие неплохие клеммы вроде бы. Я их уже когда-то использовал, мне не нравятся. Ну, в общем-то, ссылки я дам ниже. Блок питания, это точнее DC-преобразователь, приходит в вот такой упаковке. Он, кроме того, что плата, он еще имеет вот эти вот пластиковые ножки, которые я установил. И вот такой радиатор на липучке. Радиатор я еще не подключал. Это я сделаю потом. Он должен быть вот здесь, вот так. Чтобы охлаждать, как раз там, видите, есть мосфеты и есть еще диоды. Ну, я думаю, это диоды шотки. И вот так оно будет все выглядеть. Итак, подложил, вроде бы все нормально. И теперь по параметрам. Входные параметры его от 5 вольт можно подавать напряжение. Для этого я поставил блок питания мой от 5 вольт до 30. В некоторых источниках пишут до 32. Теперь на выходе можно получить от 0,5 до 30. О чем это говорит? О том, что этот блок питания универсальный. Он может регулировать как вверх, так и вниз напряжение. Мой, допустим, этот так не может. Он только понижает. Здесь, если, допустим, мы подали там 10 вольт, то мы можем поднимать до 30 и опускать до 0,5 вольт. Довольно удобно. За это отвечает вот этот вот регулятор. Регулятор напряжения. Второй регулятор — это регулятор тока. Здесь этот DC поддерживает до 4 ампер ток. И можно регулировать ток. Также в нем встроены защиты, поэтому можно регулировать ток короткого замыкания. Я это покажу чуть позже. Также DC имеет довольно неплохой дисплей, ЖК-дисплей. Давайте я сейчас подключу блок питания, чтобы все было наглядно. Ну вот, допустим, сейчас выставлено 7 вольт. Я их не буду менять пока. Итак, подключаем. И теперь смотрите, что на дисплее. И входное напряжение 7,2. Нагрузка не подключена, поэтому здесь пока ток по нулям. Светится светодиод зеленый. Здесь есть еще вторая кнопка, которая отвечает за выход. Если ее нажимаем, светодиод гаснет, и поэтому на вот этих клеммах напряжение убирается. Как бы оно коммутируется. Можно включить, можно выключить. Сейчас включено, вот так выключено. Тоже очень удобно. Там есть еще второй светодиод, красненький, но сейчас он не загорается, потому что он реагирует на нагрузку. Сейчас нагрузки нет и показывает зеленый светодиод только о том, что есть на выходе напряжение или нет. И здесь есть еще одна функция, о которой многие не знают. Я даже когда сам покупал, как бы не знал об этой функции, узнал вот только сейчас. Смотрите, сейчас показывает напряжение и ток. И если мы поддержим вот эту кнопку переключения между входом и выходом, вот, допустим, я включил выход, но подержу как бы несколько секунд. Я ее не кратковременно нажму, а несколько секунд. Я отключил выход, поэтому напряжение не показывало. Вот смотрите, опять еще раз. Входное напряжение, выходное и мощность. Можем перейти на ток, подержав в любом из режимов несколько секунд. Очень удобно. Теперь давайте попробуем регулировку. И вот сейчас я буду регулировать. За напряжение отвечает правый резистор. Смотрите, видите? Давайте я проверю, сколько максимум поднимется напряжение.
На выходе 31,56 вольта. Выше не поднимается. И теперь давайте попробую опустить напряжение входное до 5 вольт. 5 вольт. На выходе те же 31,5 вольта. Но это без нагрузки, вы скажете. Да, это без нагрузки. Давайте попробуем опускать напряжение. Сейчас 31 вольт. Я начинаю крутить в обратную сторону. Посмотрим минимальное напряжение. Подхожу к напряжению, которое на входе. Вот 5 вольт. И начинаю опускать ниже. Смотрите, пошло вниз. Как бы блок питания получается универсальный. И ниже я опускаю до 0,5 вольт. Да, получается примерно, как я и сказал, от 0,5 вольт до 31,5 вольта. Довольно неплохой диапазон. И давайте я сейчас опять же попробую проверить, добавить напряжение. Я добавляю на блоке питания, точнее на DC-преобразователе, напряжение не меняется, стабильно держится. Ну, давайте я поставлю 5 вольт. И начнем дальше эксперименты с нагрузкой. Сейчас смотрите, на входе 22 вольта, на выходе 5 вольт. Давайте проверим еще здесь у нас. Так, 22 вольта, на выходе 5 вольт. Все отлично. Теперь проверим нагрузку. Я прикрутил пока один из проводов. И давайте посмотрим, что получится, если я замкну накоротко выход. Я замкнул. Смотрите, загорелся красный светодиод, как я и говорил. И показывает ток короткого замыкания. Падение напряжения сейчас на выходе 0,24 вольта и ток 1,2 ампера. Попробую транзисторы, потому что пока без радиаторов они холодные. Все нормально. И теперь я могу даже на коротком замыкании выставить, какой мне нужен ток. Давайте я выставлю 1 ампер ток. Так, замкнул. И вот ток 1 ампер. Это ток короткого замыкания сейчас на проводе. Давайте посмотрим мощность. Я опять замыкаю. И переключаю на мощность. 0,24 ватта. Ну, 250 милливатт получается. Падение напряжения 250 милливольт, ток 1 ампер. Все отлично. Теперь давайте я подключу вот эту большую нагрузку. И попробую увеличить ток. Я не буду увеличивать, наверное, до максимума, потому что радиатор я еще не поставил. Но посмотрим. Смотрите, падение напряжения 1,84 и мощность 530 милливатт. Давайте попробую покручу. Входное напряжение сейчас 22 вольта. Я опускаю. И одновременно наблюдаем за показаниями на DC дисплее и на блоке питания. Напряжение держится стабильно. Смотрите, даже когда упало до 4 вольт, хотя заявлено, что это DC работает от 5 вольт, все равно она работает. Единственное, что стал как бы меньше яркость дисплея стала. Я возвращаю до 5 вольт. Смотрите, все отлично. 550 милливатт и падение напряжения на нагрузке 1,84. Переключим на амперы. Сейчас амперы 200, ну почти 300 миллиампер ток, который потребляет эта нагрузка. Вообще отличная вещь. Я брал его для целей питать свой ноутбук, который работает у меня в режиме сервера, когда нет напряжения в сети.
хотел сделать на нем, так сказать, бесперебойник. Сейчас у меня появилась даже идея сделать еще небольшой мини-блок питания, вот такого примерно плана, выпаять дисплей, запаять на макетку, регуляторы заменить на переменники. Я, может быть, даже сниму об этом отдельное видео, хотя бы сначала объясню, как это все будет выглядеть. Кого заинтересовала эта плата, она недорогая. Я вам дам несколько ссылок, потому что я их брал сейчас на одном, на AliExpress, хотя у меня теперь появилась возможность еще брать на тему. Кому как удобно будет, поэтому я дам несколько ссылок. Некоторые могут у кого-то не открываться. В общем-то, попробуйте. И если вам понравится, увидите цену, она вас удивит, купите и будете тоже использовать. Да, приглашаю всех на свой телеграм-канал. Кто не знает об этом, перейдете по ссылке, посмотрите. Там при телеграм-канале есть чат, где можно не только как бы читать то, что я выставляю, но и самому участвовать. Там очень часто возникают дискуссии на различные темы. Кто-то просит какой-то помощи, кто-то наоборот рассказывает о своих поделках. Это все там дружно обсуждается. Так что кому интересно, зайдете, подпишитесь и также будете участвовать. Надеюсь, что видео понравилось и с вас лайк, чтобы видео продвигалось и его увидело как можно больше людей. С меня продолжение, а на этом всем пока.